Привет! Сегодня мы поговорим про углеводы. Важный макронутриент, на котором мы все плотненько сидим с самого рождения. Вот мы родились, и нас, родителей, и общество, да, подсадило на этот наркотик, скажем, да, в прямом смысле. Мы зависимы, многие люди зависимы от этих углеводов, особенно вот простых углеводов. Да, нам хочется сладенького, нам хочется наш рацион в силу привычек и уже потом каких-то жизненных обстоятельств подсластить. Вот что-то нам хочется такого. И вот все мы ходим и открываем этот холодильник в поисках чего-то вкусненького. А вкусненькое напрямую у нас равно сладенькое. Вот, как правило, да. И мы зачастую даже не подозреваем, где эти простые углеводы содержатся, в каких продуктах, в каких блюдах, куда их добавляют производители. Да, их добавляют сейчас абсолютно везде. Сахар сыпят везде. Даже в кислое и в горькое сыпят сахар. В полуфабрикатах во всех сахар. Вот в этом видео, где эксперт Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов говорит про то, какие бывают углеводы, где они содержатся, какие полезные, какие не полезные, что нужно есть, что не нужно есть, как минимум нужно минимизировать, что такое гликемический индекс. Зайдите, ссылка будет в описании. И там все это есть. Я здесь не буду останавливаться подробно, а от себя лишь вам дам свое видение и решение проблемы. Но хочу такую рекламку вставить сейчас и рассказать о планах развития канала. Здесь у меня есть вкладка «Сообщество». В самом канале есть вкладка «Сообщество». Перейдите в шапку и там увидите. И там я разместил пост про спонсирование. Вы можете стать соучастником этого всего процесса. И для вас будут определенные привилегии. Там у меня 3 уровня. Если вам интересно и вы согласны и можете поддержать, заходите, проголосуйте. Там есть это все дело. Все, больше не отвлекаемся. Ставим класс, подписываемся, колокольчик. Эти все дела понятны. И едем дальше. Мы зависимы от углеводов. Да, но углеводы бывают разные. Бывают сложные и простые, скажем, те, на которых мы как раз таки и все сидим. И вот этот замкнутый круг, порочный круг, все вы знаете, что это вредно, это наркотики своего рода, да, и вот это все приводит нас к лишним объемам, и вследствие же этого ухудшается самочувствие, здоровье ухудшается, уже в перспективе развиваются какие-то болезни, ну, которые мы не видим, но они внутри нас уже есть. Все это дело будет, ну, скажем, с печальными последствиями именно из-за этого. Как понять, есть ли у вас зависимость от простых углеводов, читай сахара? У меня для этого есть 4 вопроса, на которые вы каждый себе и ответите. Первый вопрос. Трудно ли вам пройти мимо прилавка с конфетами, шоколадом, тортиками, булочками в супермаркете и не купив ничего? Второй вопрос. Бывает ли так, что вас непреодолимо тянет съесть что-то сладкое? Третий вопрос. Имеются ли у вас повседневные ритуалы, связанные со сладким? Например, съесть печеньку или конфетку, шоколадку в определенное время суток. Вы привыкли на ужин, на обед или за завтраком. Замечали ли за собой, что если нет долго сладкого, меняется настроение, появляется вялость, раздражение, агрессия, возможно, головные боли? И если вы ответили утвердительно более чем на один вопрос, поздравляю, у вас сахарная зависимость, считаю, углеводная зависимость, и от нее таки нужно избавляться. Далее хочу затронуть такой момент, как инсулинорезистентность. Вот, и благодаря углеводам как раз таки она развивается. Это тот момент, простыми словами, когда мы поели и как бы не наелись. Еда-то там есть еще в достаточном количестве, но нам все-таки хочется есть еще что-то. Вот мы все едим, едим и не можем наесться. Вот этот вот момент мы не можем проконтролировать. Чувство сытости у нас, оно куда-то потерялось. Мы его уже не ощущаем. Что в нормальной ситуации нам бы уже давно подперло сюда, и ну, мы бы уже давно остановились. А вот в этой ситуации человек не может остановиться. Соответственно, нагрузка на систему пищеварения, поджелудочная железа работает на износ, а у нее ресурс есть, не забывайте, как у любой детали в машине, которая по дорогам ездит, тоже есть ресурс. У организма, у органов тоже есть ресурс. И он когда-то закончится. И наступает преддиабет и диабет разной степени. А вот
Дальше-то что? Ну вот мы все понимаем, что их надо убирать, но вот этот источник энергии, он дешевый, самый дешевый источник энергии, вот эти простые углеводы. Здесь хочу сделать акцент именно на фразе, что простые углеводы это действительно дешевый источник энергии. Но и радоваться этому не надо, что, мол, якобы я трачу мало на свое питание. Ну и на выходе результат другой. Вы же видите свой результат в зеркале. И самочувствие, это ж никто не отменял. Вы должны прежде всего отличное самочувствие иметь. И здесь таки нужно понимать, и сейчас мы будем еще больше разбираться, что все-таки вот это помощник не только разорвать порочный круг, а сбалансировать рацион. И немного нужно больше вкладывать, чем в принципе вы думаете на свое питание, и тогда результат-то будет совершенно другой и ожидаемый причем. Практически 80%, наверное, всего ассортимента в магазине, в супермаркете – это углеводы, простые углеводы. Есть, конечно, сложные углеводы, но почему-то они какие-то невкусные, и нам как-то не хочется есть. Нам хочется есть вот это сладенькое и в большом количестве. Все мы любим печеньки, конфетки, мед, бананы. Часто используются в рационе, потому что я коллажи вижу участников проекта, и ну, все это есть. Виноград. Да, их чрезмерное потребление тоже своего рода плохо сказывается в перспективе на самочувствие. Когда организм молодой, если молодые люди смотрят, возможно, для вас это как, ну, как бы ни о чем, да, у вас состояние организма еще, в принципе, ну, хорошее, это если так можно оценивать, плохое, нормальное, да, и хорошее, вы считаете оно хорошим, все. Кто-то уже повзрослее, ну, как бы считает, что нормальным, но в перспективе это будет плохое, ну, никуда от этого не деться. Ну вот то, что мы едим, оно напрямую скажется на клетках организма. Видели, наверное, видео, что такое сбалансированное питание и как вообще влияет на организм состав наших блюд, тарелок. Вот. Код клетки, да, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, клетчатка, ферменты и вода. Наверняка видели челленджи 21 день без сахара, то есть мы отказываемся от всего, от мучного, сладкого, полуфабрикатов и так далее. Не сыпем сахар в чай, в кофе, не добавляем кисломолочные, молочные продукты, все творожные. Все это содержит сахар в себе внутри. Все, мы это убираем. Все, и оказывается, есть-то нечего, да? Ну, грубо говоря, вот, ну, банально нечего. То, что у человека было вот в списке, он практически все вычеркивает. И задается вопросом, а что есть-то на самом деле? Для этого есть много продуктов, кстати, да, и мы выбираем, конечно, продукты со средним, как минимум, и низким гликемическим индексом. Это важно. Посмотрите еще раз видео, то, что вот эксперт по питанию по теме углеводы рассказал. Индекс гликемический – это важная составляющая вообще в принципе нашего питания. И мы должны выбирать продукты в соответствии с вот этой таблицей. Табличку я тоже прикреплю в описании. Перейдите и выпишите для себя те продукты, которые вы можете есть, могли бы есть теоретически. Часто вы забыли даже о них, что вообще такие существуют. Фрукты, ягоды, крупы, я не знаю, ну все, что вообще есть. И в готовом виде также тарелки, да, можно приготовить для себя. Все это там есть, выписывайте и применяйте. Вот, вернемся к челленджам, да, но так вот просто вычеркнуть и отказаться, ну, прямо-таки тяжело. Не все хватает на 21 день, а тем более на 48, да, или на 90 дней. За 90 дней мы сформировали новую привычку питания и отказались за 30 дней, в принципе, от старой. Но не закрепили. Мы могли отказаться-то отказаться, но не закрепили. То же самое, как с вредными привычками, допустим, с курением. Если мы отказались от курения, но не выдержали этап и не закрепили за 90 дней, потом вероятность, то, что мы начнем, ну, стремится к 100%. Для этого есть функциональные продукты. Давайте сейчас так, не будем пока касаться функциональных продуктов. Я сейчас просто расскажу про питание, про концепцию видения, то, что вам нужно понимать, что я имею в виду. Вот смотрите, если мы имеем почти, допустим, 70-80% нашего рациона составляющие это углеводы, тем более даже простые углеводы, да, какая здесь сбалансированность питания может быть вообще в принципе? Да никакой. Если мы практически имеем 100% нашего рациона это углеводы, где место белкам, жирам, клетчатке?
Что контролирует наш аппетит? Белок и клетчатка. Запомните золотое правило. В каждом приеме пищи мы ищем белок и клетчатку. По этому принципу мы и живем. Мы уже по остаточному принципу будем есть углеводы. Ну и жиры в том числе не тоже важны. Вот это все и является сбалансированным питанием. Когда у нас будет это, тогда мы уже будем и воду будем пить. Организму нужна она будет в процессе этого. И он и захочет ее пить. Если у вас нет белка, а вы едите простые углеводы в основном, у нас организм не будет требовать жидкости. Ну, вот так по физиологии устроено. И на практике так это тоже все подтверждается. Все, человек не пьет воду, пьет чай, кофе, закусывает вот этими печеньками, конфетками и так далее. Итак, для того, чтобы решить проблему, да, вот отвлеклись и все, сформировали, рацион сбалансирован, 30% белков, 30% жиров, 40% углеводов. Если мы не будем жиры есть и белки, вот эти вот проценты, они перейдут в углеводы. Процент замещения, такое правило замещения точнее. Все, мы будем есть углеводы, чтобы набрать эту калорийность. А калорийность мы также набираем из белков, из жиров и из углеводов в адекватной пропорции. 30, 30, 40. Все, запомнили. Клетчатка в углеводы тоже входит. Вот, в этот процент. Мы потом не забываем про витамины, минералы, ну и, соответственно, конечно, воду. Итак, решаем проблему. У нас проблема, вот зависимость от простых углеводов. Как ее можно будет убрать? Минимизировать. Это нужно делать в комплексе. Нужно подходить в комплексе. Нужно для себя вести дневничок питания, понимать, что мы едим каждый день, для того, чтобы мы анализировать могли. Потом мы должны подключить продукты белковые. Где содержится белок? Да, много где содержится белок, да, но имейте в виду, что в молочных продуктах там тоже сахар есть. Мяса слишком много нельзя есть, это вредно для организма, тем более в вечернее время. Нужно есть легко усваиваемые белки, без вредности, скажем так, изоляты, то, что уже готовое и полезно. Аминокислоты практически готовые, они нужны клеткам-то, не понимаете, да? Не кусок мяса нужен клеткам, ему нужны аминокислоты из этого куска, все. А если мы даем чисто аминокислоты в организм, все, лишнее ему не надо. Витамины мы также используем из других источников. Жиры, да их полно везде, вы даже их не замечаете, они во всех продуктах практически есть. Ну, конечно, если мы не питаемся одними овощами, например, и фруктами, да, там жиров, как правило, нет. В орехах есть, да. Вот. Берем изоляты. Для этого придумали функциональное питание. Белок. Вот о чем мы и ведем речь с вами. Канал «Сбалансированное питание» про Гербалайф. Белок – это тот макронутриент, который поможет вам в борьбе с зависимостью и изменению привычек питания. Все, это основа. Есть готовые программы для того, чтобы начать вообще борьбу с этим. Можно не начинать вообще, можно выключить и забыть как бы это все дело. Знать, что это плохо, как бы вредно, да, вино тоже плохо, ну, покурить тоже плохо. Ну, все плохо как бы. Ну, если вы живете один раз, как бы и по этому принципу, нужно все попробовать. Все, пробуйте дальше, что хотите. Мы живем по другому принципу, мы пропагандируем здоровый образ жизни, долголетие, качественное развитие и стремление к чему-то лучшему и достижению своих целей. Те, кто с нами, присоединяйтесь. Есть готовые проекты, мы, консультанты, помогаем вам делать то дело, которое вам помогает менять привычки питания. Все в комплексе даем вам знания, информацию, материалы, анализируем совместно с вами ваши дневнички питания. Потом помогаем включить в рацион углеводы, опять же, но объясняем, какие нужны. Если вы не любите такие-то, такие-то, мы предлагаем вам другие варианты, потому что их много разных. И вам, возможно, подойдет какой-то из вариантов. Когда подключаются продукты функционального питания, которые содержат не только белки, а еще и микроэлементы, витамины, минералы, это все помогает и поменять вкусовые предпочтения. Часто люди, сидящие долгое время, годы на углеводах, у них поменялись вкусовые предпочтения. Организм уже не хочет каких-то других продуктов. Сформировалась микробиота своего рода вот прямо в организме, знаете, да, вот эти бактерии. Все, им нужна эта еда. То есть нужны будут те бактерии, которые вот будут и переваривать, скажем так, помогать в пищеварении вот той пищи, которая и следует такие получать. Помним, белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода в достаточном количестве.
Вот таким образом мы и можем решить. Знаете, подключаем еще что? Правильно, витамины, комплекс витаминов, БАДы, они тоже важны. Знаете, да, такой момент, или читали где-то, или, может, объяснял кто-то. Чем больше мы едим сладкого, простых углеводов, тем меньше в организме хрома. А чем меньше в организме хрома, обратный момент, тем больше нам хочется сладкого. Все, замкнутый круг такой. В компании Herbalife есть вот такой замечательный продукт, который помогает в решении вот разрыва, скажем так, вот этого порочного круга на фоне уже подключенного завтрака. Если у вас завтрака нету сбалансированного от Herbalife, вот этот продукт пока не нужен вам. Нужно просто сформировать сперва старт правильный и начинать день и даже заканчивать день правильно. Вот тогда будет контроль аппетита. Если контроля аппетита нет, все, значит ничего нет. Значит вот эти привычки, всякие челленджи 21 день без сахара, это только на мгновение. Дальше вы вернете все, что вот у вас было сформировано годы. Поэтому годы формировали негативные привычки. Ну, как бы за неделю мы не сможем сформировать позитивные привычки. Нужно тоже какое-то время. Нужно поменять, переключиться. Тема углеводы, она очень обширна, и многих вещей мы действительно сегодня не коснулись. И мы коснемся их чуть позже. Обязательно следующее видео сниму для того, чтобы рассказать о помощниках. У компании Herbalife есть помощники для того, чтобы и сладость получить, и не поднять уровень сахара в крови. Как раз таки решение для того, чтобы выйти из этого порочного круга. Подключаем продукты сбалансированного питания, помним про белок, клетчатку. Здесь это все есть. Если вам нужна моя помощь, контакты в описании, заглядываем, пишем мне в WhatsApp, Telegram и работаем.